Мир вам, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Япония со всех сторон. Сегодня я бы хотел показать одно видео, которое называется «Условия спасения души». Каждый человек, который рожден на Земле, он однажды с нее уходит, то есть с Земли. Мы знаем, что физиологическое или биологическое тело, оно закапывается в земле, оно остается в земле и впоследствии превращается в землю. Но вот душа, очень многие религии считают, что да, душа существует, но у них какое-то абстрактное понятие. Христос реально показал, что душу надо спасти. И для того, чтобы это сделать, Христос пришел на эту землю, прожил здесь как человек, умер, воскрес и даровал спасение посредством своей смерти на кресте. Это был выкуп. Но как человек может получить спасение? Что для его нужно? Многие предлагают разные пути. Кто-то предлагает добрые дела делать больше, кто-то еще что-то. Но все это безосновательно, потому что в итоге человек получает ничто. Но в этом видео есть такая хорошая мысль для размышления обыкновенного человека, который живет на земле. Что нужно, чтобы спастись? Величественный вид, не так ли? Господин Вебер, следуйте за мной, пожалуйста. Присаживайтесь, господин Вебер, прошу вас. Ну, вот вы и прибыли. Это случилось раньше, чем вы планировали, да? Вы, то есть, ты, вы Бог? Нет, я не Бог. Я лишь проверяю, что будет с вами дальше. Что вы имеете в виду? Вы уже видели там снаружи две двери. Одна из них откроется для вас. Мы лишь должны выяснить, где вы будете проводить вечность. Вне всяких сомнений, в той чудесной стране. Я не хотел бы попасть в ту бездну. Так говорят все, попадающие сюда. Ну, для меня это будет без проблем. Я крещеный, регулярно плачу налог для церкви, иногда жертвую на доброе дело. Кроме того, я всегда стараюсь вести благопристойную жизнь. То есть старался вести, но вы понимаете. Я жил по принципу «поступай правильно и никого не стыдись». Поэтому вы и здесь, господин Вебер. Посмотрим, что из этого получится. Что ж мне нужно сделать, чтобы туда попасть? Вам необходимо 6000 пунктов. 6000 пунктов? Ага. А как их получить?
Ну, например, через добрые дела, безгрешную жизнь, добрую мораль. Вы же знаете. Да, конечно, именно такой и была моя жизнь. Я неплохой человек. В конце концов, вы и сами здесь наверху должны это знать. За всю свою жизнь я никого не убил. Никогда не воровал. Старался быть дружелюбным ко всем людям. Регулярно ходил в церковь. Или почти регулярно. Прошу вас, подождите. Мы все отметим по порядку. Чтобы почитать пункты. Ах, вот как. Прекрасно. Мне начинать или вы будете задавать вопросы? Да, конечно, начинайте. Да. Это совсем непросто. В конце концов, я не вел книгу о своих добрых поступках. А мы вели. Не беспокойтесь об этом. Да. Итак, начнем с моей жены. Я всегда с ней хорошо обращался. Никогда не бил. В деньгах она тоже не нуждалась. Я тяжело работал, чтобы ее жизнь была люксусом. По 60 часов в неделю. В конце концов, посмотрите на мою дочь. Я вырастил ее весьма приличной и любезной девушкой. Что вы делаете? Один единственный пункт за это? А как же все те ночи, когда она болела? Мы столько за ней ухаживали. Вы же обо всем этом знаете. Насколько я знаю, все те ночи пойдут на счет вашей жены. Об остальном мы поговорим в отдельности. Ладно, идем дальше. Никогда бы не подумал, что здесь так придираются. Моя теща. Моя теща была злым человеком. И все же я был с ней всегда вежлив. Что? Что, только один пункт? Вы знаете, чего мне это стоило? Знаем. Но вы должны были ее любить. Что? Мою тещу? Ах, да вы просто ее не знали. Если бы сейчас это только кто-то слышал. Ее любить. Да это просто невозможно. Я часто помогал соседям. Момент. Вы имеете в виду господина Карстена? А у нас здесь записано, что вы с ним враждовали в последнее время из-за высокого дерева на участке. Ну да, конечно. Да как с ним можно было мирно жить? Сколько там у меня пунктов? Мне все это уже надоело. 32. Что? 32? Да так мне и больше 50 пунктов не набрать. Вы не честны со мной. Посмотрите на других людей. Я не хуже других. Убийцы, растлители малолетних. Господин Вебер, мы рассматриваем вашу жизнь, а не других. Но хоть за что-то я могу получить больше пунктов. Давайте попробуем с 10 заповедями. Я почти все соблюдал. О да, это могло бы дать вам очень много пунктов. Значит так, начнем с заповеди «Не кради». Я всегда был честным. Возьмите, например, моего брата. Он воровал с самого детства, а я никогда. Как обстоят дела с налогами? Вы всегда были честны? Но ведь это же не воровство. Это все делали. Если это делают все, то это ведь еще не значит, что это правильно. К сожалению, неуплатой налогов вы обворовывали государство. А как в том случае со страховкой, когда вы... Это тоже воровство? Ах, давайте оставим это. Если уж вы тут такие мелочные, тогда заповедь «Не произноси ложного свидетельства» и вспоминать не надо. Конечно, мне необходимо было там немного соврать.
Но я ведь всегда остерегался большой, грязной лжи. Ёлки-палки, да это ведь все делают. Для нас это ничего не меняет. Давайте следующую. Не убий. Здесь я абсолютно уверен, что не приступил эту заповедь. Сколько пунктов будет за это? Сейчас. Сначала посмотрим здесь. Вы помните слова, когда было произнесено решение суда по оправданию вашего соседа? Помните? Вы сказали, я ему шею сверну. Ну это же так просто говорится. Я же этого не сделал, и вы должны это учесть. А как часто вы подсчитывали, сколько осталось жить вашей теще с ее болезнью, чтобы получить наследство? Разве вы не говорили с врачом, чтобы он не продлевал ее жизни? Но она умерла обычной смертью. Я не убивал ее, но такое желание было в вашем сердце, господин Вейбер, как в случае с тещей, так и с соседом. А из-за одного единственного случая измены жене я что, тоже не получу ни одного пункта? Несмотря на то, что вам известно, я был верен ей 37 долгих лет. Ведь это была просто одна единственная глупая ошибка. Но я же не тот человек, который мечтает об обнаженных женщинах. Ваши мысли вам хорошо известны. Мои мысли? Да что только человек не представляет в мыслях. Да это же все делают. Проклятие. Я никогда не был негодяем. Я был обычным человеком. Почему вы так педантичны здесь наверху? Господин Вебер, у нас наверху очень справедливый суд. Сколько раз вы призывали Божью справедливость, чтобы увидеть ее? Вот здесь она и есть. Бог никого не оставил в неведении, что каждый в конце жизни придет на суд. Вы же тоже это слышали, не так ли? Ну да, но я не думал, что я настолько плох, чтобы быть осужденным. Но разве Бог не послал своего Сына умереть за грешников? Разве где-то в Библии не говорится, что верующий в Иисуса Христа не придет на суд? Говорится. Вижу, вы хорошо осведомлены. Но признайтесь честно, вы же никогда в Него не верили. Я никогда не отвергал Его существование. Хорошо, я скажу иначе. Вы Ему не доверились. Жизнь и смерть Иисуса Христа не имели для вас никакого значения. Вы хотели своими делами попасть на небо. То, что за вашу жизнь Сын Божий уплатил цену, об этом вы и слышать не хотели. Иначе бы вы заметили, что вы являетесь грешником. Но в своих собственных глазах вы были не таким уж плохим. Ну да, но я даже не помню, чтобы мне кто-то сказал, что здесь наверху так строго. Может, у меня есть хоть какая-то возможность спастись? Я ведь не был хуже других. Все ваши деяния записаны нами в книгах. Можем посчитать пункты. Если наберется 6000, вы спасетесь. Ах, оставим это. Но одно скажу вам, вы никакого представления не имеете, какая жизнь там на земле. Тогда вообще никто не спасется. Откуда берутся люди, достойные войти сюда? Могу поспорить, они также этого не заслужили, как и я. Им что, хватило денег заплатить за вход? Вы так и не поняли, что я хотел вам сказать. Эти люди получили пропуск. Это правда. Я так и думал. Но они не платили денег за вход. Никто не мог оплатить пропуск на небо. Лишь один мог оплатить их вход. Карточка на 6000 пунктов раздавалась на земле бесплатно. Тот, кто отложил свою гордость, понимая, что никогда не заработает 6000 пунктов, и принял в подарок этот входной билет, тот и имеет навечно свободный вход. Но почему мне об этом никто не сказал? Я бы сразу это сделал.
Я был неправильно проинформирован. Я думал, нужно просто стараться правильно жить. Вы же знаете мой жизненный принцип. Поступай правильно и никого не стесняйся. Я всегда этого держался. Вы же можете подтвердить это в мою защиту? Нет. Нет. Не уходите. Вернитесь. Я хочу посмотреть свою книгу. Не уходите. Я не хочу в это ужасное место. Нет. Нет. Карл, что случилось? Что? Страшный сон приснился? Что ты тут делаешь? Страшный сон? Да. Страшный сон. Это всего лишь сон. Да. Это всего лишь сон. До скорой встречи, господин Вебер. Да. До скорой встречи. Друзья, если вам понравилось мое видео, моя работа, прошу вас подписаться на мой канал, прошу вас поставить лайк, нажать на колокольчик, тем самым вы поможете распространять такие видео, чтобы их могло смотреть большее количество людей. Благодарю вас, да поможет нам всем Бог.